На 95-й минуте Бразилия была в шаге от позора. Бельгия к 85-й горела 0-2. Англия опять вывезла на одном Кейне. На этом чемпионате, похоже, пережить катастрофу проще, чем спокойно победить. А пока вы это смотрите, идут 3 матча, которые дорисовывают сетку. Действующий чемпион мира выходит против сборной, где все население страны меньше одного крупного города. Австралия, у которой за всю историю 0 побед в плей-офф. И тренер, который сегодня выходит выбивать команду, которую сам же и тренировал. Разбираемся, кто уже спасен, кому просто повезло и кто улетает следующим. Место в 1/8 у всех одинаковое, а вот способ, которым его добыли, совершенно разный. И это главное, что стоит понять про эту стадию. Первая дверь – парадная. Франция разобрала Швецию 3-0, Испания – Австрию 3-0, Швейцария в сухую прошла Алжир, Мексика на ацтеки не пустила Эквадор. Спокойно, по делу, без нервов. Вторая дверь – черный ход. Бразилия дожала Японию 2-1 в компенсированное время. Норвегия вырвала у Кот-д'Ивуара 2-1 голом Холланда. Англия перевернула матч с ДР Конго. Португалия – Хорватию, а Бельгия отыграла Сенегалу 2 мяча и победила 3-2 к дополнительное время. Третья дверь – вообще вентиляция. Канада, Марокко, Парагвай и США, которые доиграли матч в десятером, сломали все разумные прогнозы. Форма турнирной сетки уже намекает. Ее будто заполнял человек, выбиравший победителей по красоте эмблемы. Дальше по парам. Прежде чем нырнем в пары, если вам заходит такой разбор без официоза и с цифрами, а не с водой, подпишитесь и жмите колокольчик, дальше будет плотнее. Первая уже собранная пара 1/8. Канада против Марокко. И это столкновение двух очень разных андердогов. Канада впервые в истории выиграла матч плей-офф чемпионата мира 1-0 над ЮАР поздним голом. Для хозяев каждый следующий шаг уже национальный рекорд, а трибуны несут команду вперед. Марокко совсем другая история. Африканцы отыграли Нидерландам гол в компенсированное время и прошли по пенальти, где Бунну снова стал стеной. После полуфинала 2022 года для марокканцев 1/8 – это не экскурсия, а промежуточная станция. Конфликт простой – атмосфера против опыта. Канада впервые приехала так далеко и хочет продолжения праздника. Марокко приехала на этот праздник со своим вратарем и четким планом забрать помещение себе. Парагвай не пытался переиграть Германию красиво. Он закрыл центр, вытерпел давление, довел дело до серии и впервые в истории заставил немцев проиграть по пенальти на чемпионате мира. Для Германии это конец. Команда Клопа поехала домой, а Парагваю в стране объявили праздник. Операция была выполнена идеально. Проблема в том, что в награду за идеальный матч Парагвай получил Францию, а это сейчас, похоже, лучшая команда турнира. Дешам выиграл все матчи, а Швецию французы разобрали 3-0 так, что по XG вышло 3,18 против 0,66. Это не победа, это лекция. Мбаппе набрал форму, забил уже 6 и делит первое место в гонке бомбардиров. Против Германии Парагвай мог сосредоточиться на одном плане на весь матч. Против Франции так не выйдет. Выключишь Мбаппе, останутся Олисе, Дембеле и Баркаля. Выключить французскую атаку целиком одной обороной пока не удавалось никому. Эта пара про две разные формы зависимости. Бразилия уже была на краю. Япония повела через Сана, села в оборону и почти дотерпела. Спас сначала Казимира, а затем Мартинелли, вколотивший победный на 95-й минуте. Бразилия выехала буквально на последних секундах. Норвегия выглядела неувереннее. Она первой повела с Кот-д'Ивуаром, позволила сопернику сравнять и перехватить инициативу, но на 86-й минуте, как это у них теперь принято, появился Холланд и решил все. 5-й гол Эрлинга за 3 матча, и он в гонке за золотую бутсу. Получается спор. У Бразилии больше вариантов, но игра пока нестабильна и рассыпается в самый неподходящий момент. У Норвегии вариантов меньше, зато главный из них ростом почти 2 метра и забивает из эпизодов, которые другие форварды даже не замечают. Бразилия может выпустить со скамейки еще одну звезду. Норвегия может выпустить еще одну передачу на Холланда. Пока оба плана работают. Самая атмосферная пара стадии. Мексика, наконец, закрыла давнее проклятие плей-офф. 2-0 над Эквадором. Первая победа на вылет с 1986 года. И уже 4-й матч подряд на своем чемпионате она не пропускает. Теперь Ацтека. Высота больше 2 километров и трибуны, которые начнут давить на англичан еще с разминки.
На этом стадионе через 3 чемпионата мира Мексика не проигрывала. Англия прошла Дер-Конго, но прошла тревожно. Пропустила рано, долго не могла вскрыть оборону и вытащила все, как всегда, Харри Кейн. Результат для команды Тухеля хороший, а вот сигнал не очень. Если матч не решает Кейн, то кто? У Мексики меньше звезд, но понятнее коллективный ритм, своя среда и почти идеальная эмоциональная позиция. Давить будут не на нее, а на фаворита. Англия привыкла к давлению прессы. Теперь к нему добавятся мексиканские трибуны и воздух, которого на высоте тоже завезли поменьше. Португалия снова прошла через драму. Хорватия повела через Перишича, но Роналду сравнял с пенальти на 68-й и в 41 год стал самым возрастным автором гола в плей-офф в истории чемпионатов мира. А дальше случилось то, чего от Мартинеса давно требовали. Он снял капитана при счете 1-1, и вышедший на замену Гонсалу Рамуш забил головой на 94-й. Поздний гол Хорватии потом отменил ВАР. Офсайд. Модрич завершил свой 5-й чемпионат мира. Роналду поехал дальше. Дальше Испания, которая против Австрии выглядела спокойнее и системнее. Испанцы контролируют мяч, быстро возвращают его после потерь и почти не создают хаоса вокруг себя. А Португалия пока сама живет внутри этого хаоса. Главный вопрос: хватит ли Мартинесу смелости и в следующем матче принимать неудобные решения, когда игра потребует не уважения к статусу, а свежих ног? Один раз сработало красиво. Пара, где обе команды прошли через кризис, но через абсолютно разный. США остались в десятером после удаления Балагуна, но не рассыпались и спокойно довели дело до 2-0 над Боснией. Команда Почеттино показала, что умеет играть от структуры даже в меньшинстве. Это была победа дисциплины. Бельгия до 85-й минуты горела Сенегалу 0-2, а потом за несколько минут забила дважды, дотащила матч до дополнительного времени и вырвала победу 3-2. Это была победа чистого безумия. И вот эти две философии встречаются в 1/8. Америка сыграет дома и постарается сделать матч максимально организованным и предсказуемым. Бельгии же, судя по прошлому матчу, организация в принципе не обязательна. Ей достаточно дожить до момента, когда все внезапно загорится само. США доказали, что умеют обходиться без одного футболиста. Бельгия доказала, что может первые 85 минут обходиться почти без всей команды. Кто кого перетерпит – вопрос открытый. Пока все обсуждали камбэки и пенальти, Швейцария тихо сделала то, чего не делала 88 лет. Победа над Алжиром 2-0. Первый выигранный матч плей-офф чемпионата мира с 1938 года. Никакого шоу, никакой истерики, никакой ставки на одну суперзвезду. Против Алжира швейцарцы спокойно отдали часть инициативы, выдержали давление и наказали соперника в переходах. Это команда-структура. Ее тяжело вскрыть и еще тяжелее вывести из равновесия. Заметен и молодой Манзамби, добавляющий скорость и остроту между линиями. В 1/8 Швейцария получит победителя пары Колумбия-Гана, и кто бы там ни прошел, окажется в удобной психологической позиции. Ее никто не называет главным фаворитом турнира, но и играть против нее не хочет почти никто. Слишком дисциплинировано, слишком неудобно, слишком мало пространства для ошибок соперника. Швейцария идет по турниру как ее же часы, без опозданий, без лишних эмоций и почему-то все ближе к решающим стадиям. Один из 3 матчей, которые идут прямо сейчас, и в нем гарантированно родится история. Австралия уже 3-й раз выходит в стадию плей-офф. В 2006-м она проиграла будущему чемпиону Италии, в 2022-м будущему чемпиону Аргентине. Ни одной победы на вылет за всю историю. Команда Поповича приехала эту статистику наконец переписать. Египет вообще впервые в современной истории вышел из группы на чемпионате мира и сразу в плей-офф. Но над матчем висит одно имя – Салах. Капитан лечит повреждения задней поверхности бедра, полученные в игре с Ираном, и его выход под вопросом. Без него атаку тянет Амар Мармуш, который на этом турнире в отличной форме. Так что египетская угроза не исчезает полностью. Австралия мощнее и моложе физически. Египет опытнее в управлении медленным нервным матчем. Из всех оставшихся встреч это ближе всего к формату 50 на 50. Проигравший, как водится, скажет, что главное – полученный опыт. На бумаге это самый неравный матч стадии. Аргентина – действующий чемпион мира. Месси забил уже 6 из голов команды и делит вершину бомбардирской гонки.
Кабо-Верде – дебютант с населением страны около полумиллиона человек, которого перед турниром вообще мало кто ждал в плей-офф. Но именно поэтому это ловушка. Островитяне в группе не проиграли никому. Сдержали Испанию, зацепили Уругвай и Саудовскую Аравию, сохраняя плотную оборону и дисциплину. Их план читается заранее – пережить первые 20 минут, не дать Аргентине пространства между линиями и превратить игру в длинную нервную ничью. А чем дольше на табло 0-0, тем меньше матч идет по сценарию фаворита. Аргентина сильнее почти в каждой позиции и по логике проходит. Но ей нельзя выходить с ощущением, что гол появится сам собой. Против такой обороны это самый быстрый способ застрять. Аргентина привезет чемпионов мира и Месси. Кабо-Верде привезет 10 человек за линию мяча и полное нежелание участвовать в чужом красивом сценарии. Третий сегодняшний матч с лучшим сюжетом. Колумбия прошла тяжелую группу без единого поражения и финишировала выше Португалии. Команда играет смело, высоко прессингует и быстро переводит мяч из центра в атаку. По именам и форме это фаворит против Ганы. Вот только Гану тренирует Карлуш Кейруш, который в 2019-2020 годах сам возглавлял Колумбию. Он знает эту команду не по нарезкам, а изнутри. Привычки лидеров, сильные стороны атаки и то, как колумбийцы реагируют, когда им перекрывают центральные зоны. Он уже прямо сказал, что идеальных команд не бывает и что Гана будет искать слабые места соперника. Гана прошла третьей из группы, потеряла из-за травмы Кудуса, но умеет делать матчи вязкими и надежно в обороне. Для Колумбии это классическая ловушка. Все уже обсуждают следующую стадию, а на противоположной скамейке сидит человек с инструкцией от старой версии их же команды. Теперь прямой ответ на вторую половину заголовка. Собираем 6 команд из 3 сегодняшних матчей и расставляем по вероятности вылета. 6-е место – минимальный риск – Аргентина. Сильнейший состав пары, чемпионский опыт и Месси в результативной форме. 5-е – Колумбия. Фаворит против Ганы, но матч может стать неприятным из-за того, что на той скамейке сидит Кейруш. 4-е – Австралия. Молодость и физика в ее пользу, но за плечами 0 побед в плей-офф и 2 осечки против будущих чемпионов. 3-е – Египет. Главная перемена – здоровье Салаха. Без него команда теряет то имя, которое пугает соперника еще до свистка. 2-е – Гана. Организована, но в качестве атаки уступает Колумбии. 1-е – самый высокий риск – Кабо-Верде. Не потому что команда слабая, а потому что ее соперник почти не прощает ошибок. Важно, высокий риск не гарантия вылета. Германия и Нидерланды уже наглядно объяснили, сколько в плей-офф стоят любые гарантии. Победа в 1/16 еще не справка о здоровье. Несколько уже прошедших команд выглядят так, будто следующий матч может стать для них последним. Англия слишком сильно зависит от голов Кейна. Если он молчит, вопрос «кто решит» повисает в воздухе. Португалия все еще ищет баланс между статусом Роналду и потребностями команды, а живет при этом через драму. Бразилия допустила против Японии слишком многое и спаслась лишь на последней минуте. Бельгия показала характер, но отыгрываться с 0-2 к 85-й каждый раз просто не выйдет. С другой стороны, самые убедительные. Франция – лучший баланс формы, глубины и результативности на турнире. Испания – контроль мяча и стабильная оборона без хаоса. Швейцария – не самая яркая, но структурно крайне неудобная для любого. Вывод простой. Иногда победа в 1/16 не показывает, что команда готова к следующему уровню. Иногда она просто откладывает неприятный разговор о проблемах на несколько дней. Подводим черту. 13 команд уже в 1/8. Франция и Испания вошли туда уверенно и системно. Канада, Парагвай и Марокко переписали собственную историю. Бразилия, Норвегия, Англия, Португалия и Бельгия пережили матчи, которые с легкостью могли закончиться вылетом. Остаются 3 вопроса, ответ на которые мы узнаем уже сегодня. Сыграет ли Салах и сумеет ли Египет впервые в истории выиграть матч плей-офф? Выдержит ли Кабо-Верде встречу с Месси и действующим чемпионом? И превратит ли Кейруш свое знание Колумбии в главный тренерский сюрприз стадии? Этот плей-офф уже выбросил Германию, Нидерланды и Хорватию. 3, кого ставили далеко. Поэтому статус фаворита здесь теперь означает ровно одно. Если проиграешь, смеяться над твоим вылетом будут заметно громче. В группе еще можно было говорить, что все впереди. В плей-офф впереди обычно только аэропорт. Посмотрите предыдущее видео про то, как списали Роналду, и он недостоин титула чма. А в комментариях оставьте свой прогноз, кто улетит в 1/4.